Кофе Channel. Сегодня у нас обзор пляжа Саме. Итак, друзья, на сегодня я выбрал пляж Саме Бич. Это один из самых крупных пляжей на острове. Протяженность его пляжной полосы составляет порядка 600 метров. И пляж такой довольно просторный. Вы, наверное, сразу же меня поправите, где же простор. Но я уточню, друзья, сейчас наблюдается сильный прилив. Заход в воду здесь пологий. Дно и пляжная полоса, ну, такой практически белый песочек. Пляж очень хорош для посещения с детьми, потому что удобно заходить, нет никаких кораллов, нет никаких камней. Имеется пирс, к которому причаливают спидботы. В принципе, сюда можно добраться и не на пароме, но я считаю, что на пароме гораздо экзотичнее. Это само по себе такое, как элемент досуга. А на спидботе быстро, неприятно, трясет и все такое. На пляже развитая инфраструктура. Можно взять на прокат водный мотоцикл, зонтики, шезлонги. Стоимость шезлонга здесь 50 бат. Имеются многочисленные заведения общепита. Я уже пробежался, уточнил, что здесь почем. Итак, пиво здесь Чанг большое стоит 120 бат. Можно сделать смузи. Смузи здесь по 60. Конечно, несколько дороже, чем в самом городе, но в принципе цена нормальная. Пляж находится в небольшой бухте, ограниченной с двух сторон мысами. На одном из мысов имеется довольно интересная смотровая площадка. Чуть попозже я туда схожу. Ну а сейчас давайте уже оценим берег. Я думаю, благодаря инфраструктуре, песочку, но относительной чистоте и живописности, берег здесь я оцениваю, ну, в 3 балла твердых. Касаемо воды, как я уже сказал, заход в воду пологий, дно песочек. Чистота воды, я думаю, вы видите. Ну, может быть, не идеальная, но близка к таковой. Поэтому за воду я поставлю 4 звезды. Ну и касаемо плотности отдыхающих на единицу площади. Вообще, конечно, пляж популярный, но благодаря тому, что у него большая протяженность, люди распределяются по такой большой территории, и высокой плотности почти никогда не наблюдается. Сейчас, конечно, еще и нетипичная ситуация благодаря последствиям пандемии. Туристическая деятельность еще в полной мере не возобновилась. В частности, китайцы еще не поехали. Конечно, здесь будет наблюдаться несколько иная картина, но тем не менее, по состоянию на сейчас, то есть на конец ноября 2022 года, я поставлю здесь за плотность отдыхающих с натяжкой 4 звезды из 5. В западной части пляжа находится смотровая площадка, и я предлагаю вам посетить ее вместе со мной. Наверх ведут комфортабельные ступенечки. Подъем несложный и будет посильным для большинства туристов. Сверху открывается замечательный вид, и это просто превосходное место для проведения фотосессий. К сожалению, сегодня погода у нас такая серенькая, и у меня, наверное, не получится в полной мере отразить красоту пляжа. Но поверьте, это один из лучших пляжей острова Калан. Итак, мы наверху. Здесь, как видите, установлена небольшая беседочка.
И смотрите, какой обзор у нас открывается на пляж Саме. Кстати, начался отлив, то, о чем я говорил, и уже сейчас видно, что пляжная полоса стала больше, ну, наверное, уже метров на 10. Но это еще только самое начало процесса. Вообще пляж довольно просторный. Кстати, с восточной стороны пляжа имеется тоже очень живописный мыс. Туда можно пройти по дорожке вдоль берега и сделать прекрасные фотографии на фоне экзотической природы. Я думаю, будем наш обзор завершать. Пляж прекрасный, я вам советую здесь непременно отдохнуть. Если фильм понравился, ставим пальцы вверх. Подписывайтесь на канал. Каждый четверг новое видео.